Друзья, уже более подробно будем говорить о том, что произошло в апреле месяце по сегментам, это первичный рынок и вторичный, по классам рынка недвижимости. Еще это можно назвать метод статистической индукции. То есть мы уже будем наблюдать непосредственно, что происходило с недвижимостью по классам, ну и, естественно, видим в разрезе административных районов. Перед вами карта города Запорожье, класс социальное жилье. Снижение за месяц минус 0,24%. Друзья, что бросается в глаза? Больше всего подешевела стоимость в заводском районе на 0,27% за месяц. Ну, кто живет в Запорожье, тот знает, что заводской район – это не самый лучший район традиционно для жительства. Ну, для места, так сказать, жизни, да, то есть там и экология, и прочие прелести, поэтому он самый и недорогой. И больше всего здесь дешевеет недвижимость в данном случае за период март-апрель месяц. Ну и меньше всего подешевела недвижимость, это Вознесенский район, минус 0,22%, Александровский район, минус 0,22%, Шевченковский район, минус 0,22%. Переходим к следующему слайду. Здесь мы будем говорить о уникальном контенте, друзья. Он появился благодаря вам. Вы меня просили: Андрей, покажи, что произошло с недвижимостью города Запорожья на протяжении всего периода войны. То есть это 4 года, ой, извините, и там несколько месяцев. Итак, перед вами график, рисунок. Период исследования у нас март 2022 год. Напомню вам, что война началась, друзья, 24 февраля 2022 года. Итак, на примере класс социальное жилье давайте разберемся, что произошло с недвижимостью, насколько в данном случае она подешевела. 519 долларов за квадратный метр, март 2022 года. Ну и каждый год мы видим где-то больше, где-то меньше стоимость квадратного метра, друзья, что снижалась. И вот уже в апреле 2026 года мы видим, стоимость квадратного метра достигла 424 доллара за квадратный метр, что внизу табличка, здесь Excel нам посчитал, показывает нам снижение 18,30% за весь период войны, друзья. Подумайте только, как незначительно подешевела недвижимость в прифронтовом городе. И это неудивительно. Рынок вторичной недвижимости – это не спекулятивный рынок. Если еще мы можем говорить о спекулятивном рынке, о первичном рынке, то вторичный рынок – это люди, которые живут в квартирах, и у которых нет необходимости взять и с какого-то перепугу, как я люблю говорить, продать квартиру за бессонь. Правда. То есть они решают свои постепенно проблемы. Кто-то уезжает со страны, кто-то уезжает в другой город. Естественно, продают по рыночной стоимости, за которую у них покупает потенциальный покупатель. Итак, сравнивать, как любят риэлторы это делать, фондовый рынок ни в коем случае нельзя. Фондовый рынок – это спекулятивный рынок, и вы действительно за одну торговую сессию можете сказочно обогатиться, как и сказочно, так сказать, это самое, вылететь в трубу, обеднеть, да. С рынком, вторичным рынком недвижимости процессы происходят не так. И в качестве подтверждения всего лишь 18,50% можем округлить в большую сторону. Мы видим снижение стоимости квадратного метра. Переходим к следующему слайду. Здесь тоже очень быстро пройдемся по вторичному рынку квартиры эконом, комфорт, бизнес-класс. Подешевели на 0,18%. Что, в общем-то, видим по административным районам, стоимость отличается. И также видим, как отличается стоимость в процентном соотношении. Много, ну, в отличие, ну, по разным административным районам по-разному. Дальше, друзья, первичный рынок, квартиры эконом-класс. 377 долларов за квадратный метр. Напомню вам, первичный рынок – это квартиры, которые не сданы еще в эксплуатацию. Вот мне кто-то там пишет,
Говорит, Андрей, ну это ж какая себестоимость тогда у строителей жилья? То есть это ну, вообще очень смешные деньги. Друзья, я с вами полностью соглашусь. Война делает свои коррективы. То есть первичный рынок города Запорожья, то есть квартиры, которые в разных стадиях строительства, я скорее всего уверен, не будут достроены в ближайшее время. Поэтому люди, которые хотят хоть как-то что-то продать, они выставляют ну, совершенно нерыночные стоимости по стоимости квадратного метра своего недостроенного жилья. И в любом случае мы видим, как эта стоимость неумолимо снижается, потому что желающих купить недостроенное жилье, друзья, что правильно, в городе Запорожье практически нет. Итак, переходим к другому слайду. Здесь мы будем говорить о первичном рынке квартиры комфорт бизнес-класс. Видим, что подешевели данные квартиры на 0,15%. Также можете посмотреть в разрезе административных районов стоимость квадратного метра и, конечно же, насколько подешевело в процентном соотношении данная недвижимость.